17 числа месяца Зулькада 1040 года хиджры, то есть 17 июня 1631 года по григорианскому календарю, Мумтаз Махал, любимая жена повелителя Индии Шах-Джахана, скончалась в возрасте 38 лет, давая жизнь своему 14-му ребенку, принцессе Гаухар-Бегум. Шах был безутешен. Неделю его не видели придворные. Пораженный горем, государь одной из величайших в мире империй подумывал отречься от престола. 39-летний Шах, проживший с Мумтаз в любви и согласии 19 лет, не знал, как жить без нее. На 2 года Шах-Джахан отказался слушать музыку, носить украшения, роскошную одежду и духи. Его борода, в которой до этого было всего несколько седых волос, которые Шах аккуратно выщипывал, совершенно побелела. Императорская семья была настолько беспокойна, что его дядя написал: если он продолжит предаваться трауру, Мумтаз может подумать о том, чтобы отказаться от радости рая и вернуться на землю, в эту обитель страданий. И ему следует также подумать о детях, оставленных ею на его попечение. Старшая дочь Мумтаз, Джаханара-Бегум, постепенно вывела отца из депрессии и заняла место хозяйки при дворе, несмотря на то, что у Шаха было еще 3 живые жены. А Шах начал строить для ушедшей супруги великолепную гробницу, мемориал, достойный прекраснейшей из женщин – Тадж-Махал, инженерный шедевр, непревзойденный образец восточной архитектуры, новое чудо света и великий памятник любви. Эта любовь расцвела в таком месте, где нежные чувства цвели редко. Будущий Шах-Джахан, сын императора Индостана Джаханагира, был обручен с Арджуманд-Бану-Бегум, дочкой визиря, племянницей одной из жен Джахангира. Она стала второй женой принца. Я чувствую, что необходимо пояснение. Люди, о которых я рассказываю, принадлежали к династии великих моголов, правителей Индии, никакого отношения к монголам не имевших. За 200 лет до описываемых событий предки нашего героя, потомки Тимура, поднялись из ферганских долин в горы Афганистана, перебрались через горы на индийский субконтинент и основали династию индийских правителей-мусульман. Ко времени Шаха Джахана великие моголы консолидировали под своей властью 2/3 Индии, став одними из самых могущественных правителей в мире. Несмотря на то, что падишахи были мусульманами, они не притесняли другие веры, и в целом это было просвещенное либеральное государство, в котором процветали науки и искусство. А уж как там легкая промышленность процветала! Об этом прошу подробнее послушать историю британской Ост-Индской компании в 3 частях. Это было очень богатое государство. По некоторым оценкам, Индия тогда производила до 1/4 мирового валового продукта. Она производила несравненные предметы роскоши, прекрасные ткани, которые продавались по всему свету, торговала пряностями, сахаром и дорогой краской индиго. Кроме того, Индия все еще была единственным в мире производителем алмазов. Она также экспортировала жемчуг и другие драгоценные камни, ювелирные украшения и слоновую кость. И вот эту империю наследовал, не без боя и дворцовых интриг, молодой Шах-Джахан. После свадебных торжеств Джахан дал своей второй жене титул Мумтаз Махал – жемчужина дворца. И это будет именем, под которым она войдет в историю. Мумтаз была не единственной его женой, но она была его единственной настоящей возлюбленной. Они были практически неразлучны, и в год смерти она сопровождала мужа во время его военной кампании на Деканском плато, несмотря на то, что была беременна. Шах успешно продвинул границы империи на юг, но он потерял то, что было ему дороже всего. У Мумтаз начались роды, которые продолжались 30 часов. Ребенка удалось достать целым и невредимым. Принцесса проживет 75 лет. Но ее мать скончается тем же днем.
Ее тело было временно захоронено там же, где шах воевал. Но это было временное пристанище. Безутешный Джахан перенесет тело любимой в столицу своей империи, в Агру. И для ее усыпальницы он найдет прекраснейшее место в стране. К моменту восшествия Джахана на престол население столицы его империи, Агры, выросло примерно до 700 тысяч человек, и этот город затмевал по красоте и роскоши другие мировые столицы. По обоим берегам реки Джимуны разросся процветающий город Сад. И Тадж-Махал должен был стать интегральной частью этого города. Место было выбрано на берегу реки, на южной окраине Агры, и куплено у Раджи Джая Синха в обмен на 4 особняка в городе. В те годы члены императорской семьи и самые знатные аристократы имели сады вдоль берега реки в столице, и мавзолей должен был быть окружен садами. С самого начала империи Великих Моголов строительство садов было любимым императорским времяпровождением. Бабур, первый могол, разбил сады в Лахоре и Далгпуре, положив начало традициям могольского сада. Геометрически правильные симметричные сады, разбитые по образцу райского сада, как он описан в Коране, символизировали как власть моголов над неверными, так и их способность контролировать засушливые индийские равнины и страну в целом. Могольские сады концептуально пришли из Персии, где их называли Чарбах или Чахарбах – 4 сада. Их символизм происходит из мистических исламских текстов, описывающих рай как сад, наполненный роскошными деревьями, цветами и растениями. Само слово «парадиз», рай, как во французском, в английском языках, происходит от персидского выражения «пайри» – «вокруг» и «дейза» – «стена», то есть огороженный участок, огород, сад. В раю 4 реки берут начало в центральном источнике. Реки текут водой, молоком, вином и медом. Демонстрируя божественную, сверхъестественную, неприродную симметрию и геометричность, сады Чарбах представляли собой идеальный квадрат, разделенный каналами на 4 равные части. В центре традиционно находился небольшой бассейн или фонтан, а в Индии там начали строить беседку или павильон. Гробницы предыдущих великих моголов Хумаюна, Акбара и Джахангира ставились в центре Чарбаха, который начал символизировать их резиденции в раю. Интересно, что гробница Мумтаз-Махал, то самое знаменитое беломраморное здание под луковичным куполом, расположена не в центре сада, а с краю у реки, и мы далее разберем почему. То есть Тадж-Махал – это не только то красивое здание с минаретами по углам, которое вы видели миллион раз на календарях и скринсейверах. Это большой парковый комплекс, протянувшийся строго с юга на север, кульминацией которого являлся великолепный мавзолей. Мы не знаем точно, кто спроектировал Тадж-Махал и каждое из его зданий. Но главным проектировщиком был Устад Ахман Лахари, главный архитектор и инженер двора великих моголов. Он был потомственным архитектором из Лахора, прекрасно образованным, знавшим геометрию, арифметику и астрономию, изучившим Евклида и Птолемея. За его заслуги шах Джахан присвоил Ахмаду титул Надир-уль-Асар – «Чудо века». Строительство было начато в первую годовщину смерти Мумтаз. Скорость, с которой велось строительство, была впечатляющей, даже учитывая огромные возможности шах Джахана. Возвести большое и очень тяжелое каменное здание, некоторые стены мавзолея имеют толщину несколько метров. На самом берегу реки с ее глинистым дном было архитрудной инженерной задачей. Эйфелева башня будет иметь те же проблемы, что Тадж-Махал, но у Эйфеля были паровые машины и электричество. Зато у шаха был практически неограниченный ресурс рабочих рук. Если вы посмотрите на фотографии с воздуха, то вы увидите, что усыпальница Тадж-Махал стоит на просторной террасе на берегу, ограниченной по сторонам 2 другими зданиями из красного камня. Так вот,
Вся эта терраса держится фактически на сваях, как венецианские дворцы. Только сваи не просто деревянные, они цементно-набивные. Сейчас объясню. Чтобы создать прочный фундамент на речном берегу, индийские строители рыли колодцы вот такого диаметра, пока не добирались до прочного грунта. Затем обкладывали стенки колодцев кирпичом, ставили по центру деревянную сваю, потом засыпали промежутки каменным боем и заливали раствором. Современного цемента у них не было, но была крепкая смесь глины и растительных компонентов, семян, силоса какого-то, имевшая впечатляющее водоотталкивающее свойство. Когда этот раствор затвердевал, получалась такая бетонная свая, из которой торчал конец деревянной опоры. Эти сваи сооружали рядами бок о бок, после чего концы опор соединяли кирпичной кладкой, чтобы они не заваливались. И потом уже поверх этого всего клали фундамент террасы. И за год основание для гробницы было закончено. Одновременно посадили деревья для сада, чтобы они успели вырасти, пока ведется строительство. Ранние посетители, оставившие описание сада, восхищаются его пышностью и изобилием растений. Цветы окружали Тадж благоуханием круглый год. Вода для комплекса подавалась через сложную инфраструктуру. Сначала ее брали из реки с помощью таких черпальных механизмов, приводимых в движение валами. Затем вода текла по арочному акведуку в большой резервуар, откуда с помощью 13 дополнительных черпалок она поднималась в распределительную цистерну довольно высоко над землей. Оттуда вода подавалась по глиняным трубам уже под давлением, достаточным для работы фонтанов и поливки деревьев. Само здание мавзолея, то, что мы сегодня обычно называем Тадж-Махал, это одновременно вдохновенное произведение искусства, призванное вызывать благоговейный восторг и почти мистические чувства, и результат тщательного инженерного расчета. Его купол сравнивают то с жемчужиной, то с каплей молока на серебряном блюде неба. Его формы выглядят естественными, природными, непосредственными. И одновременно все здание поражает идеальной, бескомпромиссной симметричностью, достижимой только глубоко рациональными методами. Симметрия, бывшая абсолютной константой индоарабской архитектуры, достигает в этом здании своей кульминации. И все же это иллюзия. И его легкость, и его симметрия, и его безупречность. И даже гробницы. И именно иллюзия правильности делает Тадж-Махал таким живым. Все пропорции здания говорят о симметрии, равенстве и балансе. Основная часть здания, без купола, практически кубическая. Ее высота равна высоте купола с барабаном. При этом фронтальная ширина здания равна его высоте. Тадж вписывается в квадрат. И симметричность сооружения поддерживается идеей повторения, зеркальных отражений. Когда мы смотрим на него спереди, мы теряемся в этом архитектурном эхе. Главный портал с широкой аркой 8 раз повторяется в меньших нишах скошенных стен. Главный купол отражается в 2 малых куполах, которые, в свою очередь, повторены в куполах минаретов и миниатюрных навершьях шпилей на углах здания. Декоративный пик на макушке тоже повторяется раз за разом, и визуальное эхо не исчезало, когда вы входили внутрь. И там чтецы непрестанно читали молитвы, и их голоса отражались от стены. Молитва висела в воздухе, не прерываясь. Квадратное, тяжелое, приземистое здание кажется невесомым, устремленным вверх, не хуже готических соборов. Но у готических соборов мы видим все приемчики. А тут-то что? Почему кажется, что купол – это шар, наполненный гелием, и мавзолей вот-вот оторвется от земли? Благодаря стрельчатым аркам, благодаря вертикальным граням стен, подчеркнутых высокими декоративными шпилями, благодаря
совершенной симметрии, заставляющей наш мозг воспринимать все идеальное как легкое и естественное. Еще благодаря крошечным несовершенствам, неочевидным, но на подсознательном уровне, влияющим на наше восприятие. К примеру, большой купол на самом деле не идеально симметричный. Он слегка сплющен с одной стороны. Это незаметно невооруженным глазом, но когда мы обходим Тадж, наше подсознание замечает, что купол изменился. И от этого кажется, что он дышит, что он живой. 4 минарета по краям тоже не идеально вертикальны. Они совершенно намеренно слегка отклоняются наружу. Это подчеркивает устремленность здания вверх и предохраняет его в случае землетрясения. Минареты на него не упадут. Белый мрамор отражает свет и окрашивается в цвет солнца, заставляя Тадж меняться и сливаться с пейзажем. Этот постоянно меняющийся солнечный свет, отражающийся от полупрозрачного мрамора, напоминал верующим о том, что Бог является в мир как свет. При этом Тадж на самом деле не цельно-мраморный. Он сделан из кирпича. Да, вот это беломраморное здание внутри кирпичное. Именно кирпич позволил возвести огромный невесомый купол, весящий 12 тысяч тонн. Потом вся конструкция была облицована лучшим белым мрамором, привезенным за 400 километров. На стройке работало более 1000 слонов. Все остальные здания комплекса строили из блоков красного песчаника, который привозили по реке из Раджастана. В Тадж-Махале использование красного песчаника и белого мрамора имеет символическое значение. Моголы продолжали древнюю индийскую традицию, в которой белый камень использовали для зданий брахманов и красный камень для кшатриев. Возводя сооружения, в которых использовались эти два цвета, моголы идентифицировали себя с двумя высшими классами индийской социальной структуры. Беломраморный мавзолей окружают два практически одинаковых здания по обе стороны платформы. К западу расположена мечеть, а к востоку гостевой дом. Гостевой дом – джаваб, что означает «ответ». Построен здесь специально для симметрии. Мечеть отличается от него наличием михраба, ниши в стене, обращенной к Мекке, и ее пол инкрустирован контурами молитвенных ковриков из красного камня, окантованного белым мрамором, образующими оригинальный геометрический рисунок. 569 штук. Вообще, красные вспомогательные здания комплекса преимущественно украшены инкрустациями из белого мрамора, создающими геометрические узоры и каллиграфические цитаты из Корана. Каллиграфия на Великих Вратах гласит: «О, душа, ты обрела покой, возвращайся к Господу в мире с Ним, и Он в мире с тобой». Только порталы красных зданий имеют изящные цветочные узоры из полудрагоценных камней. Белый мавзолей же покрыт этими узорами щедро, снаружи и изнутри. Парчин-кари называлась эта техника в Индии. В полированном мраморе вырезали узор и заполняли эти выемки тщательно подогнанными кусочками цветных камней, создавая изумительно красивые инкрустации. Всего в белый мрамор Таджа было инкрустировано 28 видов драгоценных и полудрагоценных камней, свезенных со всего света. Яшма была доставлена из Пенджаба, нефрит и горный хрусталь из Китая, бирюза была из Тибета, лазурит из Афганистана, малахит из России, оникс из Йемена, сапфир из Шри-Ланки, а сердолик из Аравии. Бирюза была из Мексики и амазонит из Южной Америки. Да, из Америки. Тадж-Махал только выглядит как дворец из сказок «Тысячи и одной ночи», но он был построен сравнительно недавно, в 17 веке, совсем незадолго до Версаля и почти на 100 лет позже собора Василия Блаженного. Америка была более чем открыта, и международная торговля через океан, в которую империя моголов была активно включена, шла вовсю.
Особенно щедро и изысканно драгоценные инкрустации украшают интерьер главного помещения Таджа, где находится усыпальница Мумтаз. Но опять же, это не настоящая усыпальница. Мусульманская традиция запрещает роскошное украшение могил, поэтому тела Мумтаз и Шах-Джахана покоятся в относительно простой, облицованной мрамором камере в цокольном этаже. На первом же этаже в восьмиугольном главном зале находятся кинотафы, то есть фальшивые пустые саркофаги, обнесенные совершенно умопомрачительной решеткой из кружевного резного мрамора джали. Сами саркофаги, не имеющие аналогов шедевр художественного мастерства. Они сплошь инкрустированы драгоценными и полудрагоценными камнями, с мельчайшей детализацией, образующими переплетающиеся лозы, фрукты и цветы. Каллиграфические надписи на верхней части гроба – это стихи из Корана, а по бокам 99 прекрасных имен Аллаха. Нет, вы не можете подойти и потрогать, но вы можете посмотреть на них из-за решетки, которая сама по себе является произведением искусства. Считается, что Тадж-Махал был полностью завершен в 1653 году, за 22 года. Его стоимость на тот момент оценивалась примерно в 32 миллиона рупий, что равносильно более миллиарду современных долларов США. Для содержания Таджа, поскольку изначально билеты туда не продавали, был учрежден ВАКФ, специальный фонд с доходом в 30 тысяч рупий в год. ВАКФ оплачивал расходы на смотрителей, охранников и чтецов Корана, которые день и ночь сидели в мавзолее и молились за бессмертную душу Мумтаз Махал. Треть этого фонда поступала от 30 деревень в округе Агра, а остальная часть от налогов с торговли на базарах и от караван-сараев, которые были построены к югу от садов. Вначале эти гостиницы и рынки были организованы, чтобы предоставить строителям Таджа жилье и удобство. Но позже они стали основным источником средств. Постепенно этот район стал целым городком под именем Тадж-Ганджи – рынок Тадж. Тадж-Ганджи быстро стал оживленным экономическим центром Агры, где продавались самые различные товары со всего мира, как роскошные, так и повседневные. С момента постройки Тадж-Ганджи постоянно перестраивался, и к концу XIX века там было уже невозможно отыскать следы оригинальной планировки. И весь этот район исчез с карт Таджа, а его архитектура была в значительной степени стерта. Там по сей день живут люди, где-то на стыке 17 и 21 веков. Когда я в первый раз поехала по городам Золотого кольца, меня поразило то, что среди памятников средневековой архитектуры развешано на веревках белье и пасутся козы. В Индии, как я понимаю, такая же картина. Контраст между элегантной, строгой геометрической планировкой Тадж-Махала и узкими, запутанными и, чего греха таить, грязными улочками Тадж-Ганджи разителен. От первоначальных построек сохранились лишь фрагменты стен и ворот. Но это оригинальная часть комплекса, которая помогла ученым решить загадку Таджа и его отражения. В 1658 году Шах-Джахан был свергнут его сыном Аурангзебом и помещен под арест в форт Агры, откуда он мог смотреть на Тадж-Махал из окна, все оставшиеся ему 8 лет. После смерти Шах-Джахана Аурангзеб похоронил его в мавзолее рядом с женой. Саркофаг Джахана стоит рядом с саркофагом Мумтаз, является единственным явно асимметричным элементом комплекса. Саркофаг Мумтаз стоит точно в центре. Так почему же вся усыпальница не стоит в центре сада, а находится сбоку у реки, где ее к тому же было так тяжело построить? К северу от комплекса Тадж-Махал через реку находится еще один сад – Мехтамбак, сад лунного света. Оттуда открывается прекрасный вид на Тадж-Махал. Сейчас сад находится на реконструкции, и он в таком виде еще со времен моголов, когда он был затоплен разливом реки. Из 4 башен, отмечавших углы сада, осталась только одна. А у реки видны развалины большого 8-угольного сооружения из черного камня.
вызвавшие одну из самых красивых и упрямых легенд о Тадж-Махале. Древний миф, идущий еще из записок ювелира-авантюриста Жана Батиста Тавернье, которого вы, возможно, помните по истории алмаза Хоупа, гласит, что Шах-Джахан планировал построить мавзолей для себя, черный Тадж-Махал, точную копию первого из черного мрамора на другом берегу реки Джемуны, но не успел, поскольку был свергнут. Увы, это только легенда. Не найдено никаких документальных свидетельств, говорящих о том, что черный Тадж был хоть когда-то запланирован. Раскопки, проведенные в 1990-х годах, показали, что черные камни на том берегу – это белые камни, которые стали черными под воздействием природы. Что же это за развалины? На самом деле сад лунного света был спроектирован как неотъемлемая часть комплекса Тадж-Махала. Если мы примем в расчет территорию бывшего караван-сарая, которую сейчас занимает жилой квартал, то, спроецировав всю длину комплекса через реку, мы увидим, что это расстояние как раз симметрично закрывает лунный сад, и при этом Тадж-Махал оказывается в точном центре композиции. То есть гробница Мумтаз-Махал расположена в самом центре рая, где ей следует быть. А восьмиугольное сооружение у реки было бассейном, в котором Тадж отражался вверх ногами, создавая, должно быть, восхитительное зрелище для шаха и придворных, любующихся видом под сенью кипарисов. Как вы, возможно, помните, наследник Шах-Джахана Аурангзеб пошел не в отца, не в деда и вообще не во всю либеральную просвещенную династию, тратившую деньги на науки и искусство. Отец его не любил, предпочитая старшего сына Дару-Сикоха, поэта, философа, утонченного интеллигента. Аурангзеб же воспитывался на передовой линии войны с деканами, а не во дворце, и выработал отвращение к стилю жизни отца и всей столицы. Он выучил Коран наизусть, воспитал в себе нерушимую силу воли, жил аскетично и сурово и считал сады вроде Тадж-Махала глупостью и грехом. Тадж был заброшен. Посетители замечали, что хотя здания все еще впечатляют блеском и ирригационная система работает, сады вокруг выглядят жалко. Местные начальники начали потихоньку использовать территорию парка под личные огороды. С падением Агры в 1803 году Тадж-Махал переходит под контроль британской Ост-Индской компании. Англичане начинают планомерно перекраивать сады так, чтобы они выглядели больше как европейские парки. Фруктовые деревья, кусты жасмина, кипарисы и розы выкорчевали, повсюду сделали большие газоны, куда же англичане без газонов, и высадили привозные экзотические растения, которые тогда были в моде. То, что вы можете видеть сейчас, это не оригинальный замысел Шаха Джахана. Это английское украшательство. Бесконечные газоны, которые в условиях Индии очень дорого и тяжело поддерживать в приличном виде. Какие выводы мы можем сделать из этой истории? Контролируйте свой бренд. Когда мы сейчас говорим о Шах-Джахане, никто не вспоминает, как он пришел к власти по головам своих братьев. Про войны, про опустошительный голод в Декане, про бремя дополнительных налогов, которые он ввел для поддержания своего роскошного стиля жизни. Мы помним только про его любовь к жене, в память которой он создал новое чудо света. Контролируйте свой бренд. На сегодня у меня все. До новых встреч. Не забудьте поставить лайк. И смотрите дальше, если хотите узнать, как стать настоящим бескультурником.